Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на неделю с 20 по 26 апреля. Давайте мы посмотрим, что раков ожидает в этот отрезок времени. Я напомню, что это расклад по дням недели, то есть на каждый день недели мы достаем по одной карте. Сначала из основной колоды, которую я сейчас перед вами перетасовываю, а затем из дополнительной. И мы смотрим на те комбинации карт, которые у вас, соответственно, выпадают, и из них уже делаем определенные выводы. Итак, раки, неделя с 20 по 26 апреля. Также пока я перетасовываю вторую колоду, я напоминаю тем из вас, кто еще не подписан, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить также любое сообщение, лайк под этим видео. Если вы еще не подписаны, тоже буду очень и очень признательна вам за такую вашу активность. Поэтому пишите, не стесняйтесь, подписывайтесь, чтобы не потерять меня из виду, потому что многие забывают название моего канала, не знаю, им кажется он сложным, что ли, для запоминания. Итак, раки, давайте посмотрим, что же здесь происходит у раков с 20 по 26 апреля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас — страшный суд, карта какого-то сильного изменения в вашей жизни, возможно, что-то с ног на голову переворачивается. По карте страшный суд вы можете здесь в целом вместе с десяткой жезлов, благодаря вашей настойчивости, усилию, труду добиться в чем-то успеха, благодаря вашей решительности, которая окупится, но вам тяжело оно дается. То есть вам тяжело, вы перегружены, вот как этот буйвол здесь навьючены какими-то делами, но выполняя эту работу, эти задачи, вы добиваетесь успеха, хоть вы чувствуете, что, может быть, вы что-то делаете сверх меры, как ненужный груз на себе тянете, но в целом здесь вы можете добиться успеха в каком-то деле. Также вы здесь можете чувствовать сложность и тяжесть от какого-то выбора, который вам нужно сделать. Вот вам как будто бы тяжело на сердце, сложно принимать какое-то решение здесь важное, какое-то важное, переворотное для вас такое решение, которое как будто переродит полностью вашу жизнь, ее изменит кардинально. Но в целом карты, не скажу, что плохие, но такие вот интересные у вас в понедельник. Дальше карта рыцаря Пентаклей, земного знака. Здесь может быть общение с земным знаком зодиака. Кстати, здесь еще один момент. Страшный суд — это возвращение чего-то, повторение чего-то, каких-то сценариев из прошлого, которые могут снова дать о себе знать. И здесь может быть по десятке жезлов ситуация, где кто-то напоминает о себе, а вы не очень-то хотите с этим человеком общаться или чувствуете какую-то скрытность или какую-то не совсем честность, да, может быть, чувство какой-то измены или предательства, которое здесь было, и как бы вы поэтому не сильно хотите идти на контакт. Карта рыцаря Пентаклей, земного знака, я уже говорила, карта, да, может быть общение с земным знаком, также еще и шестерка кубков, здесь как возможность встречи с таким человеком, возможность здесь, не знаю, поехать, встретиться, подарить какой-то подарок, получить в ответ, может быть, какой-то подарок. Может быть, ваши дети к вам здесь едут, потому что шестерка кубков — это дети, внуки. Это в целом все, что связано с семьей и с уютом домашним. Также вы здесь очень будете по рыцарю Пентаклей, вот знаете, терпеливы в отношении к близким, к домашним, будете выполнять какие-то свои задачи рутинные, каждодневные, потому что вы нацелены на определенную цель, вы к ней идете, делаете это ради детей, допустим, своих, ради семьи. Также вы будете надежной опорой здесь для своих близких в этот день. Ну и опять-таки отсылка к возвращению чего-то из прошлого. Шестерка кубков — это ностальгия о прошлом. И это люди из прошлого. Это какие-то родственники, которых вы давно не видели. Это какие-то люди, там, не знаю, из ваших отношений прошлых, которые дают о себе знать. То есть они могут здесь действительно давать о себе знать, может быть, даже приезжают с каким-то, да, презентом. Дальше идет карта Луна. Сомнения, страхи, неопределенность будущего, накручивание себя, может быть, гиперболизируете свои страхи, то есть
преувеличиваете, накручиваете, надумываете. Тут же рыцарь кубков, который вашей водной стихией является. И казалось бы, такое сочетание, да, здесь этот рыцарь с букетом цветов. Что ж плохого? Потому что Луна, она еще и о мечтах. Вы можете мечтать, фантазировать, какие-то романтические у вас мечты, могут быть какие-то иллюзии. Исполнимы они или нет, уже второй вопрос, потому что это все-таки Луна, да, вы не знаете, что ждет вас там, на другой стороне Луны, да, соответственно, с другой стороны Луны. Но несмотря на вот эти ваши страхи и переживания, вы можете о чем-то мечтать, строить какие-то планы. Хотя здесь может быть и боязнь быть обмануты, может быть таким человеком, который здесь выпадает на этой карте. Не зря здесь он такой с букетом выпал. Поэтому раки, девушки, может быть, да, у кого здесь какие-то романтические отношения, свидания, может быть, чувство недоверия к такому человеку, либо даже, знаете, здесь какие-то переживания об этом человеке, тоже неточность, неясность будущего, связанная с таким человеком. А дальше карта восьмерка кубков, и вот здесь вот разочарование может быть какая-то неуверенность тоже в будущем, что ждет меня впереди, что будет дальше. И по тузу пентаклей переживание, буду ли я таким же там независимым дальше, или смогу ли я дальше процветать, или вот как бы не переживать за завтрашний день, допустим, если, да, что вот ждет в будущем, то есть какие-то волнения могут быть за деньги, переживания об этом, неуверенность с этим связана. Дальше пятерка мечей. Пятерка мечей, она о переменах, которые здесь шестерка мечей, переменах, которые происходят в вашей жизни. Вы боитесь неудачи, боитесь каких-то плохих событий, соответственно. Поэтому по шестерке мечей это карта перемен и хороших возможностей для вас скорее. Вы здесь боитесь принимать эти возможности, но рискуете остаться у разбитого корыта, если не будете эту возможность принимать. В целом пятерка мечей, карта вот такой вот боязни проиграть, боязни остаться ни с чем, боязни вот остаться, знаете, как в поле, один в поле не воин, да, говорится, ну, вот как будто бы остаться одним-одинешеньким и в чем-то проиграть. И по шестерке мечей вы вот понимаете, что вот эти перемены, они сейчас у вас происходят, и вы не знаете, как обернется для вас ваша жизнь, что вас ждет дальше, соответственно, проиграете вы или выиграете, что вас ждет в будущем. Может быть, как-то интересуетесь, прощупываете почву, продумываете какие-то варианты, как лучше поступить, что лучше сделать, да, чтобы не остаться у разбитого корыта. Дальше восьмерка мечей, тоже больше накручивания себя и каких-то внутренних страхов и переживаний. И тут же тройка мечей, что-то как будто может разбивать вам сердце, или вы за что-то переживаете, сердце болит от того, что вы переживаете за кого-то или о чем-то, или какой-то конфликт возникает, и вы по восьмерке мечей, видя такие препятствия, считаете, что ну все, дальше точно ничего не получится, то есть у вас какое-то ожидание неудачи здесь есть. Шестерка пентаклей на воскресенье, карта помощи, взаимопомощи, поддержки, вашей готовности здесь кого-то поддержать, или по королеве кубков возможность здесь получить какие-то признания там от других людей в том, что все будет хорошо, что ты молодец, да, или какие-то извинения, если здесь возник конфликт, то в воскресенье, скорее всего, здесь будет какой-то шанс на перемирие, к примеру, потому что и шестерка пентаклей здесь показывает маму с ребенком, они удивляются подарку, мол, да, неожиданный сюрприз, который можете здесь получить, или неожиданный какой-то звонок для вас приятный, или что-то такое, вот что вас приободрит, что вас порадует, или кто-то вам поможет, если вы находитесь в неприятности, то есть какую-то помощь получите. Ну, в целом очень хорошая достаточно карта на конец недели, да, несмотря на вот такое вот среду, четверг, пятницу, я бы сказала, субботу напряженную. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Надеюсь, расклад проиграется только в лучших для вас красках. Так что что-то негативное вы оставите здесь, в этом видео. До скорого!